Осенью 1938 года в роскошном здании Фюрербау в Мюнхене четверо мужчин собрались, чтобы решить судьбу целой страны — Германия, Великобритания, Франция и Италия. А вот самой Чехословакии, о которой шла речь, за стол переговоров просто не позвали. В эту ночь, 29 сентября, было подписано соглашение, которое войдет в историю под двумя названиями — Мюнхенский пакт или Мюнхенский сговор. Одни называли его дипломатическим успехом, другие — началом конца. В этом здании среди шелестящих бумаг, крепких рукопожатий и деланных улыбок лидеры демократических государств сдали на растерзание Адольфу Гитлеру одну из самых развитых стран Центральной Европы. И сделали это осознанно, без войны, без крика. Зато с красивыми подписями и росписями. Судетская область, важнейший промышленный регион Чехословакии, отошла к Третьему рейху, а вместе с ней заводы, танки, уголь, металлы, инфраструктура и почти 3 миллиона немецкоязычных жителей. Все выглядело как блестящая победа дипломатии. Однако за этой победой скрывалось абсолютное поражение — моральное, политическое и стратегическое. Впервые нацистская Германия получила территорию чужого государства без единого выстрела. И самое страшное — это одобрили те, кто называл себя защитниками мира. Франция — формальный союзник Чехословакии. И Великобритания, претендующая на звание морального авторитета Европы. Но почему Чемберлен и Даладье добровольно пошли на уступки диктатору? Почему они решили, что Гитлера можно насытить кусками Европы? И какую цену им пришлось за это заплатить? Чехословакия в тот момент была единственной страной региона, сохранившей республиканскую демократию и крепкую армию. Ее промышленность считалась одной из лучших в Европе, особенно в сфере вооружений. Но ни сила, ни законность, ни международные договоры не спасли ее от распада. В ночь с 29 на 30 сентября 1938 года все решилось без участия самих чехов. На переговорах в Мюнхене не было ни президента Эдварда Бениша, ни кого-либо из чешской делегации. Им просто передали ультиматум: либо вы принимаете условия, либо мы не сможем вам помочь. Это заявление, подписанное посланниками Великобритании и Франции, оставило Прагу в одиночестве перед лицом германской военной машины. Бенишу оставалось либо согласиться, либо объявить войну без союзников. Он выбрал первое — с болью, унижением, но без крови. Пока без крови. Франция, которая обязалась защищать Чехословакию по договору, публично отказалась от своих обязательств. А Великобритания под управлением премьер-министра Невилла Чемберлена выступила главным архитектором умиротворения, политики уступок, направленной якобы на сохранение мира. Но что значила эта уступка для чехов? Это была не просто потеря земли. Это был крах веры в международную защиту, в альянсы, в западную дипломатию. Это был холодный душ для всех молодых республик Восточной Европы. Если уж Чехословакию можно предать вот так, там за одну ночь, то кто будет следующим? Вся предвоенная стратегия Гитлера зиждилась на одном — делать максимум, не прибегая к войне. И ему это удалось. К осени 1938 года Германия была вооружена, но не готова к полномасштабному конфликту с Францией и Великобританией. Тем не менее, Гитлеру удалось добиться своей цели — аннексии Судет исключительно через давление, пропаганду и политический шантаж. Он начал с мирных требований. Судетские немцы, якобы угнетаемые в Чехословакии, просили защиты у отчизны. Лидер их партии Конрад Генлейн координировал действия с Берлином. А в самой Германии Геббельс запускал кампании, призывающие спасти братьев. Обострение спровоцировало массовые беспорядки, стычки с полицией, и в какой-то момент в Судетах начался настоящий мятеж. Это было спланировано, и союзники, несмотря на все сигналы, решили, что проще уступить, чем рисковать войной. Они поверили, что, отдав Гитлеру часть Чехословакии, можно будет сохранить стабильность в Европе. Но для фюрера это был только первый акт большого спектакля. Без единого выстрела он получил ключевой промышленный регион, укрепил свою армию, повысил авторитет внутри страны и доказал, что может побеждать без войны. Это убедило миллионы немцев в его гениальности, и еще больше убедило военных генералов в том, что он непогрешим. Когда Невилл Чемберлен вернулся из Мюнхена в Лондон, он стоял на трапе самолета, держа в руках лист бумаги. «Я привез мир нашему поколению», — произнес он перед ликующей толпой. Газеты писали о предотвращенной катастрофе, о спасенной Европе. Но в парламенте Великобритании звучал совсем другой голос. Уинстон Черчилль, на тот момент изгой, чья позиция казалась большинству чрезмерно воинственной, вышел к трибуне и произнес: «Вы выбрали между позором и войной. Вы выбрали позор и получите войну». Эта фраза стала пророческой. Весь мир видел в Чемберлене миротворца.
Но он стал символом капитулянства. Мюнхенский пакт показал диктатору, что демократии боятся войны больше, чем он сам. Это разрушило весь европейский баланс сил. С этого момента все уступки, все дипломатические контакты стали лишь отсрочкой катастрофы. Германия не только получила землю, она получила молчаливое согласие на дальнейшую экспансию. Чемберлен верил, что Гитлер насытится Судетами, но фюрер только разогревался. Как только бумага с печатями была подписана, он уже смотрел на новые цели. Следующим шагом была ликвидация всей Чехословакии. Когда немцы вошли в Судеты, они получили не просто землю с угольными шахтами и фабриками. Они получили доступ к одному из важнейших оружейных арсеналов Европы. Заводы компании «Шкода», военные предприятия, ремонтные базы, склады боеприпасов – все это теперь работало на Третий рейх. Но самое важное – танки. Чехословацкие легкие танки ЛТ-ВЗ-35 и ЛТ-ВЗ-38 были передовыми на тот момент. Они стали основой для танковых дивизий вермахта в первые годы войны. Германия, не имевшая достаточно своих бронированных машин, получила сотни единиц техники без боя. Эти машины воевали в Польше, во Франции и даже на ранних этапах вторжения в СССР. Немецкие генералы с восторгом говорили: «Если бы нам пришлось завоевывать Чехословакию силой, мы бы потеряли не меньше, чем потом получили». Но вместо боев они получили все, с благословения Лондона и Парижа. Эта передача военной мощи врагу была ударом не только по Чехословакии, но и по всей концепции коллективной безопасности в Европе. Гитлер усилился технически, численно и стратегически. А союзники остались с подписанным пактом и иллюзией мира. И пока весь мир обсуждал последствия Мюнхена, в Берлине уже вынашивали следующий шаг. Тот, который окончательно разрушит систему, созданную после Первой мировой. Чтобы понять, почему Европа с такой легкостью сдала Чехословакию, нужно вернуться в момент, когда она поставила Германию на колени. После Первой мировой войны Версальский договор стал символом унижения для немцев. Репарации, ограничения на численность армии, потеря колоний и стратегических территорий – все это воспринималось не как справедливое наказание, а как мстительное удушение целого народа. По Версальским условиям армия Германии не могла превышать 100 тысяч человек. Демилитаризованная Рейнская зона превращала западную границу страны в открытую дверь. Саарский угольный бассейн находился под международным управлением. Даже территория Пруссии была отделена от остальной Германии польским коридором. Униженные, обиженные и экономически истощенные, немцы жаждали реванша, и Гитлер дал им этот реванш. Он выстроил свою политику как антипод Версаля. Каждое его действие – это пощечина старому мировому порядку. И когда в 1933-м он пришел к власти, он не скрывал, что цель не просто восстановить Германию, а стереть позор Версаля с лица земли. По иронии, именно те страны, которые навязали Версаль, стали теми, кто допустил его разрушение. И началось все не с танков и пушек, а с бумажек и молчаливых согласий. Ведь, как оказалось, Европа не была готова защищать тот порядок, который сама создала. Если вам интересно, как мир оказался на краю пропасти из-за бумажек и соглашений, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Мы стараемся делать исторические события более увлекательными, чем чтение скучной энциклопедии. Если вам нравится наше творчество, поддержите нас через донат. Ссылка в описании или QR-код на экране. Первым реальным шагом к разрушению послевоенной архитектуры стал Саар. Эта территория, богатая углем и промышленностью, находилась под контролем Лиги наций и считалась нейтральной. Но в 1935 году в регионе состоялся плебисцит. Населению предстояло решить, куда идти – в Германию, во Францию или остаться под международным управлением. На фоне мощнейшей пропаганды, организованной лично министром Геббельсом, немцы Саара сделали свой выбор. Более 90% проголосовали за присоединение к Германии. Это стало первой символической победой фюрера. Германия получила не только экономически важную территорию, но и мощный сигнал. Реванш может быть мирным, через волю народа. Мир почти не отреагировал. Франция возмущалась, но вяло. Великобритания отмахнулась, мол, раз так решил народ, значит, все по правилам. Саар ушел в состав Рейха, и это стало первой трещиной в Версальской системе. Успех укрепил позиции Гитлера внутри страны. Он доказал, Германия может вернуть утраченное, и никто ей не помешает. Теперь, имея поддержку народа и уверенность в своей дипломатической безнаказанности, он сделал следующий шаг, куда более опасный. После триумфа в Сааре Гитлер больше не скрывался.
Он начал откровенно рушить ограничения, наложенные Версалем. 16 марта 1935 года Германия объявила о восстановлении всеобщей воинской повинности. Армия, которая должна была насчитывать максимум 100 тысяч человек, начала расти как на дрожжах. Уже в первые месяцы численность увеличилась в 5 раз. Это было не просто нарушение международных соглашений, это была демонстративная пощечина Версалю. Германия начала строительство нового военного аппарата – вермахта. Строились казармы, модернизировались танки, разрабатывались новые авиационные технологии. Все это происходило открыто. Газеты писали «Германия встает с колен». И снова почти никакой реакции. Франция обеспокоенно переглянулась с Британией. Британия ответила «Пусть немцы строят. Главное, чтобы не лезли к нам». Более того, именно в этот момент начались первые переговоры о признании права Германии на военное перевооружение. Это была не просто пассивность, это была капитуляция разума перед страхом, и Гитлер это понял. Он понял, что Запад готов мириться с нарушениями, если они оформлены дипломатически. Теперь он знал, что может идти дальше. 7 марта 1936 года, в день, когда Франция отмечала годовщину своего участия в Первой мировой, немецкие войска пересекли Рейн и заняли демилитаризованную зону. Это была территория, которую Германия обязалась не милитаризировать по Версальскому договору. И это была первая настоящая проверка воли Запада. Франция могла ответить, а армия была рядом. Германия, по признанию самих немецких генералов, не была готова к войне. Один приказ из Парижа, и Гитлеру пришлось бы отступить. Но приказ не последовал. Франция побоялась конфликта. Великобритания поддержала идею, что немцы всего лишь вошли в свой собственный дом. Таким образом, важнейшая буферная зона, отделявшая Германию от Франции, оказалась в руках Третьего рейха. Больше не было защитной линии между Берлином и Парижем. И снова все это произошло без выстрела. Это был момент, когда страх войны стал сильнее памяти о предыдущей. Это был момент, когда Европа показала, она не готова защищать даже то, что сама же подписала. Гитлер увидел это и сделал вывод. Англо-германское морское соглашение, подписанное в июне 1935 года, стало одним из самых парадоксальных документов предвоенного времени. Германия, официально еще скованная Версалем, получила одобрение от Лондона на создание полноценного флота. Согласно договору, немецкий флот мог составлять до 35% от британского по тоннажу. Что это означало на практике? Германия могла легально строить боевые корабли, в том числе подводные лодки. Она получала доступ к морскому оружию, нарушая все прежние ограничения. И делала это с разрешения бывшего врага. Британское руководство объясняло это желанием контролировать перевооружение Германии. Но по сути это было признание: Версаль мертв, и лучше договориться с Гитлером напрямую, чем пытаться сдерживать его силой. Для Германии это соглашение стало подарком. Оно не только дало юридическую легитимность военному росту, но и показало, что Великобритания не будет защищать интересы континентальной Европы. С этого момента у Гитлера развязаны руки, не только на суше, но и на воде. И пока европейские дипломаты строили хрупкие конструкции мирных договоров, в Берлине уже чертили карты следующего вторжения. 12 марта 1938 года вермахт перешел границу Австрии. Без выстрелов, без боя, в сопровождении цветов и толп, встречающих солдат как освободителей. Так состоялся аншлюс, присоединение Австрии к Третьему рейху. Это была вторая страна, которую Гитлер поглотил мирным путем. Но на этот раз все произошло в считанные часы. Внутри Австрии нацистская пропаганда вела работу годами. Политическое давление, шантаж, вмешательство в дела правительства – все было подготовлено заранее. Когда канцлер Курт Шушник объявил о референдуме по независимости, Гитлер потребовал его немедленной отмены и назначения австрийских нацистов на ключевые посты. Под угрозой вторжения Шушник сдался и ушел в отставку. На следующий день немецкие войска уже были в Вене. Гитлер, сам австриец по рождению, выступил перед ликующей толпой. За аншлюс проголосовали почти все, под контролем нацистов, под дулами автоматов, но с формальной легитимностью. Австрия прекратила существование как независимое государство. Ее экономика, инфраструктура, население – все стало частью Рейха. И снова мир промолчал. Ни Англия, ни Франция не предприняли ничего. Даже Советский Союз ограничился заявлениями. Аншлюс стал еще одним триумфом и тревожным звоночком. Если Гитлер может захватывать страны без войны, кто сможет его остановить? Но Австрия пала не в один день.
До аншлюса в стране разыгрывались внутренние политические баталии, и тень фашизма нависла над ней задолго до вторжения. Еще в начале 30-х годов, после прихода Гитлера к власти в Германии, в Австрии начала действовать местная нацистская партия. Она быстро набрала силу, распространяя идеи пангерманизма и лояльности Берлину. Канцлер Дольфус пытался сохранить независимость. Он запретил деятельность австрийских нацистов и опирался на поддержку фашистской Италии Муссолини, которая тогда еще конкурировала с Гитлером за влияние в регионе. Но в 1934 году нацисты организовали путч. Дольфуса убили, правительство оказалось в кризисе, и лишь угроза вторжения со стороны Италии остановила немцев от немедленного аншлюса. После этого Германия сменила тактику. На Австрию обрушился шквал пропаганды, давления, политической и экономической изоляции. Внутри страны росло число сторонников объединения не столько по идеологическим, сколько по прагматическим причинам. Экономика Австрии стагнировала, в то время как Германия переживала бурный рост. Австрийское общество оказалось разорвано между страхом, усталостью и иллюзиями. А Европа — между равнодушием и самообманом. И когда в марте 1938 года вермахт вошел в Вену, сопротивляться было уже некому. Все, что произошло в Судетской области, начиналось с одного человека — Конрада Генлейна. Бывший учитель физкультуры, ветеран Первой мировой, он превратился в лидера самой влиятельной партии в Чехословакии — Судетской немецкой. Партии, которая официально продвигала интересы немецкоязычного меньшинства, а фактически продвигала курс на слияние с нацистской Германией. Генлейн получил прямые инструкции от Берлина раскачивать ситуацию, требовать автономии, а затем присоединения. Под его руководством судетские немцы стали жертвами режима. Кампании жалоб, уличные протесты, провокации с участием полиции — все направлялось в немецкую прессу и использовалось как повод для интернационального давления. В 1935 году его партия стала самой крупной в чешском парламенте. Вскоре она перестала признавать легитимность чехословацкой власти. Генлейн выдвигал ультиматумы, прерывал переговоры, убегал в Германию и возвращался как голос народа. Он стал идеальным инструментом для создания иллюзии внутреннего конфликта. Его биография трагическая и показательная. Человек, который мог быть просто провинциальным политиком, стал орудием в руках империи. А Судеты — первой жертвой этой политической технологии. Судетская область — не просто край на границе. Это регион, в котором компактно проживали почти 3 миллиона немцев. Но самое главное — это район с мощной промышленностью, укрепленными оборонными линиями и стратегическим положением. Если бы кто-то хотел разрушить Чехословакию, Судеты были бы первым ключом к этому. С приходом Гитлера к власти началась активная работа по освобождению судетских немцев. Пропаганда трубила о притеснениях, о нищете, о дискриминации, но реальные цели были иными. Судеты — это ворота в Чехию. Без них невозможно было защитить страну. Все укрепления были сосредоточены именно там. С весны 1938 года напряжение нарастало. Генлейн выдвигал требования. Чешские власти пытались сохранить диалог. Британские и французские послы приезжали, уговаривали обе стороны, но параллельно шли тайные контакты с Берлином. В мае и сентябре вспыхнули мятежи. Судетские формирования атаковали полицию, вели подрывную деятельность, фактически объявили войну центральному правительству. Прага начала мобилизацию. Чехословацкая армия готовилась к бою. Но политическое давление из Лондона и Парижа было сильнее. Президент Бенешу ясно дали понять: или вы соглашаетесь на уступки, или остаетесь одни против Германии. Франция, формальный союзник Чехословакии, на протяжении всех событий вела себя крайне пассивно. Париж больше опасался новой войны, чем потери союзника. Внутри страны шел политический кризис, экономика находилась в тяжелом положении, и идея мобилизации казалась безумной. Президент Эдуард Даладье, хотя и выражал сочувствие чехам, на деле все больше склонялся к политике уступок. Французские генералы предупреждали, что армия Германии усиливается, что Судеты — это только начало. Но кабинет министров опасался повторения ужаса Первой мировой. Когда стало ясно, что Лондон не будет воевать за Прагу, Париж тоже отказался от решительных шагов. В один из дней сентября 1938 года французские дипломаты открыто заявили: если Германия вторгнется, мы вступим в войну. Но если все решится дипломатически, даже ценой отторжения территорий, мы поддержим. Фактически это было приглашением к агрессии. Франция, поддавшись страху, предала союзника.
и тем самым разрушила веру в любые гарантии. В тот момент над Европой пролетела тень гораздо страшнее, чем любая армия. Это была тень безнаказанности. На фоне бездействия западных демократий только одна страна открыто заявила о готовности помочь Чехословакии — Советский Союз. Сталин сообщил: если Франция выполнит союзнические обязательства и вступит в войну с Германией в случае вторжения, СССР немедленно окажет военную помощь. Более того, в Москве даже рассматривался вариант поддержки Праги в одиночку, через воздушный мост или с разрешения соседних стран. Однако тут возникла проблема. Чехословакия не имела общей границы с СССР. Пройти можно было только через территорию Румынии или Польши. Польша категорически отказалась пропускать советские войска, а Румыния, не желая провоцировать Гитлера, предпочла не вмешиваться. Тем временем Сталин направил в Лигу наций проект резолюции, осуждающей агрессию Германии. Ни Франция, ни Великобритания не поддержали. Лондон прямо заявил президенту Бенешу: если вы обратитесь к Москве за помощью, это может превратить локальный конфликт в европейскую войну против большевизма. Таким образом, даже последний возможный союзник оказался отрезан от Чехословакии. Запад дал понять, помощь с Востока нежелательна. В условиях полной дипломатической изоляции Бенеш начал терять контроль над ситуацией. Пока чехословацкое правительство судорожно искало поддержку, за его спиной уже писали карту будущего раздела страны. В Берлине при участии дипломатов из Будапешта и Варшавы был разработан план расчленения Чехословакии на части в зависимости от этнических групп. Венгрия требовала вернуть южные районы Словакии и Подкарпатскую Русь, населенные венграми. Польша претендовала на Тишинскую область. Германия, разумеется, хотела забрать Судеты, но также рассматривала и последующий контроль над всей Чехией. Эти намерения получили даже рабочее название «План Геринга». Формально это выглядело как забота о правах меньшинств. По факту, начало полного демонтажа молодой республики. Что важно, Польша, будущая жертва Третьего рейха, в этот момент действовала как его соучастник. Варшава поддержала аншлюз Австрии, приветствовала давление на Чехословакию и требовала свою долю. Этот момент стал моральной катастрофой. Вместо объединения против агрессии, страны Восточной Европы начали соревноваться, кто быстрее отхватит кусок. И Гитлер лишь подливал масло в огонь, поощряя претензии и обещая мирное урегулирование. В последние недели перед подписанием Мюнхенского соглашения ситуация в Праге достигла точки кипения. Президент Бенеш оказался в ловушке. Союзники отказались помогать. СССР был отрезан. Внутри страны нарастало давление, начались забастовки, протесты, деморализация. 23 сентября Чехословакия объявила всеобщую мобилизацию. Армия была готова защищать страну. Но приказа не последовало. Вместо этого политические консультации, переговоры, попытки выиграть время. А тем временем из Лондона и Парижа приходили прямые угрозы. Если Прага не согласится на условия Гитлера, она останется одна. Бенеш оказался перед страшным выбором: война без союзников или капитуляция. 29 сентября, когда в Мюнхене подписывали пакт, он не присутствовал. Его даже не позвали. А 30 числа ему просто вручили готовое соглашение к исполнению без обсуждения. Он подписал. Без парламентского одобрения, без народного референдума. Просто потому, что выбора не было. Через несколько дней Бенеш подал в отставку и уехал в эмиграцию. Чехословакия официально капитулировала перед диктатурой. Демократия уступила без боя. И это стало началом конца всей европейской стабильности. Казалось бы, после Мюнхенского соглашения Европа вздохнула с облегчением. Судеты отданы. Гитлер получил, чего хотел. Но это было только началом. Уже через несколько месяцев стало ясно, его аппетиты не ограничатся одной областью. Чехословакия была разорвана на части, Венгрия и Польша получили свои куски. Словакия заявила о независимости. И тогда, в ночь на 15 марта 1939 года, немецкие войска вошли в Прагу. Без боя, без формального повода, просто потому, что теперь сопротивляться было некому. Президент Чехии Эмиль Гаха был вызван в Берлин. Там, в атмосфере давления и угроз, он подписал капитуляцию и попросил Гитлера взять под защиту чешский народ. Так родился протекторат Богемии и Моравии, территория, формально управляемая нацистами, но существующая под видом автономии. Это был конец Чехословакии. Государство исчезло с карты. Все усилия, все жертвы, вся система демократии, построенная за 20 лет, рухнула в один день. А Гитлер произнес: «Я не хвастаюсь, но должен признать, это было элегантно». После оккупации Чехии стало ясно, компромиссы не работают. Но было уже поздно.
Европа проснулась слишком поздно. Через неделю Германия предъявила ультиматум Литве, требуя передать Клайпеду. Литва согласилась. И снова ни одного выстрела, только бумага и угроза. На Польшу начали оказывать давление. Уступите Данциг, пропустите немецкие колонны, отдайте часть коридора. Варшава уперлась. На этот раз нет. И вот тогда началась подготовка к новой войне. В апреле Гитлер расторг морской пакт с Англией, в июне подписал пакт с Италией, а в августе пакт с Советским Союзом. 1 сентября 1939 года началось вторжение в Польшу в 6 утра по всем направлениям. Европа в этот момент уже не надеялась на мир. Германия показала, она будет брать все, что захочет. Мюнхенский пакт стал лишь первой главой этой войны. Глава закончилась, но книга только открылась. Так завершился Мюнхенский сговор, без выстрелов, но с миллионами будущих жертв. И только тогда, когда стало уже поздно, в Лондоне и Париже поняли, уступки диктаторам — это не путь к миру. Это дорога к катастрофе. 30 сентября 1938 года в Мюнхене состоялось событие, изменившее ход истории. Представители Великобритании, Франции, Италии и Германии подписали соглашение, известное как Мюнхенский сговор. Гитлер потребовал аннексии Судетской области Чехословакии, и дипломаты, надеясь остановить его агрессию, согласились на уступки. Премьер-министр Великобритании Невилл Чемберлен, вернувшись, заявил о мире, однако это заявление оказалось обманом. Чехословакия, несмотря на призы о помощи, осталась без защиты. Западные державы, не предвидя последствий, подписали соглашение, полагая, что оно остановит дальнейшие агрессивные действия Гитлера. На деле сговор стал предательством, оставив Чехословакию на произвол судьбы. Гитлер, воспользовавшись ситуацией, не намеревался останавливать свои амбиции. После подписания сговора Гитлер немедленно аннексировал Судетскую область. Западные страны, стремившиеся к миру, не предприняли никаких мер, чтобы остановить его. Мюнхенский сговор продемонстрировал, как дипломатические уловки могут привести к катастрофическим последствиям. Каждая уступка лишь ускоряла наращивание военной мощи нацистской Германии. Ситуация в Европе ухудшалась. Чехословакия потеряла свою независимость, и Гитлер продолжал усиливать свои планы по расширению. Тем временем страх и недовольство возрастали. Мюнхенский сговор стал символом провала западной дипломатии, который предопределил судьбу континента. Западные державы оказались в ловушке собственных иллюзий, оказавшихся не в состоянии предугадать масштаб надвигающейся катастрофы. Сразу после подписания Мюнхенского сговора Гитлер начал активные приготовления к следующим шагам. 2 октября 1938 года он посетил Судеты, где провел митинг с местными немцами, обещая им возвращение к родине. Это выступление вызвало восторг среди сторонников нацистского режима и подтвердило его власть. Подобные действия продолжали подогревать напряжение в Европе, и мир находился в ожидании нового витка агрессии. В это время западные демократии продолжали действовать в тени наивных надежд. Французский премьер-министр Эдуар Даладье пытался успокоить общественное мнение, утверждая, что Мюнхенский сговор обеспечил мир на многие годы вперед. Однако многие военные аналитики в обеих странах говорили о нарастающей угрозе. Западные державы начали осознавать, что Гитлер не собирался ограничиваться Судетами. К концу сентября 1939 года Гитлер, не дождавшись результатов дипломатических маневров, начал планировать захват всей Чехословакии. В это время он подписал секретный протокол с итальянским лидером Бенито Муссолини, который подтвердил поддержку агрессии. Эти действия стали сигналом для западных стран, что гитлерский режим нацелен на дальнейшую экспансию. 30 марта 1939 года Великобритания и Франция наконец решили, что надо реагировать. Они гарантировали независимость Польши, что стало неизбежным шагом в условиях нарастающей агрессии. Однако Гитлер, зная об этих гарантиях, начал активные переговоры с Советским Союзом, что привело к подписанию пакта о ненападении, известного как пакт Молотова-Риббентропа 6 августа 1939 года. Этот шаг изменил весь расклад сил в Европе. В конце августа 1939 года, когда мир продолжал делать вид, что угроза устранена, Гитлер запустил план Вайс, объявив войну Польше. 1 сентября немецкие войска пересекли границу. Западные державы, наконец, осознали, что их дипломатические усилия потерпели крах.
Невозможность остановить агрессию на ранних этапах привела к катастрофическим последствиям. Франция и Великобритания, испугавшись дальнейшего расширения Гитлера, объявили войну Германии. Однако подготовка к войне оказалась недостаточной. Проблемы с мобилизацией и нехватка ресурсов тормозили ответные действия. Гитлер же, воспользовавшись моментом, быстро оккупировал Польшу, закрепив свои позиции в Центральной Европе. Мир, который мечтал о стабильности, оказался на грани нового конфликта. Непредсказуемость действий Гитлера и запутанные дипломатические игры привели к катастрофическим последствиям для всей Европы. 6 августа 1939 года в Москве был подписан пакт о ненападении между Германией и Советским Союзом. Это соглашение, известное как пакт Молотова-Риббентропа, шокировало весь мир. Две стороны, которые ранее считались идеологическими противниками, теперь нашли общий язык. В секретном протоколе к пакту было прописано разделение сфер влияния в Восточной Европе, что создавало основу для совместной агрессии против Польши. На фоне международной напряженности Сталин, понимая угрозу, исходящую от Гитлера, решил на время отложить свои амбиции и заключить Временный союз. Это решение позволило Советскому Союзу выиграть время для военной подготовки и укрепления своих границ. В это же время Германия, воспользовавшись отсутствием угрозы с Востока, начала активную милитаризацию и подготовку к войне против Польши. 1 сентября 1939 года немецкие войска начали широкомасштабное вторжение в Польшу. Гитлер, выступая перед своими генералами, подчеркнул, что это начало нового порядка в Европе. Он также подчеркивал, что его планы включают не только быстрое завоевание Польши, но и дальнейшую экспансию на восток. Сразу после начала боевых действий Советский Союз, следуя условиям пакта, объявил о своих намерениях вмешаться. 13 сентября советские войска пересекли границу с Польшей, осуществляя свои амбиции по расширению влияния в Восточной Европе. Польша была фактически окружена с обеих сторон, и ее судьба была предрешена. К середине сентября 1939 года польская армия начала терпеть сокрушительные поражения. Западные державы, осознав, что их дипломатические усилия не принесли результатов, пытались организовать помощь, но все было напрасно. Быстрая и эффективная тактика Гитлера, известная как «Блицкриг», позволила ему быстро оккупировать основные города Польши. Политики в Лондоне и Париже начали осознавать, что мир, о котором они мечтали, рушится. Ожидания, что пакт между Германией и Советским Союзом разобщит их, не оправдались. Наоборот, это сотрудничество подразумевало реализацию планов о разделе Восточной Европы, что стало поворотным моментом в истории. Гитлер, чувствующий себя уверенно, уже начал строить планы по следующему наступлению на Запад. Советский Союз, с другой стороны, начал укреплять свои позиции в захваченных польских территориях. Сталин понимал, что у него есть возможность расширить свои границы, и теперь ему предстояло не только контролировать Восточную Польшу, но и готовиться к дальнейшим действиям на Западе. В результате сотрудничество двух тоталитарных режимов привело к неопределенности и страху в Европе, предвещая новые катастрофические события. В начале октября 1939 года события в Европе развивались стремительно. Польша была оккупирована, и страны Запада наконец осознали, что их попытки остановить Гитлера не имели успеха. Однако пламя агрессии не угасло. Гитлер уже начал новые приготовления к экспансии. В горизонте замаячили новые цели – Норвегия и Дания. 9 апреля 1940 года немецкие войска вторглись в Данию и Норвегию. Операция, известная как «Везерюбунг», прошла с молниеносной скоростью. Дания сдалась в тот же день, а Норвегия, несмотря на сопротивление, оказалась под контролем Германии менее чем за 2 месяца. Западные страны оказались в замешательстве. Слишком долго они недооценивали Гитлера, и теперь он, казалось, безнаказанно захватывал одну страну за другой. В это время военные планы Германии выходили за рамки простого завоевания. Гитлер намеревался создать новый порядок, и его амбиции стали более очевидными. В Лондоне и Париже произошли серьезные внутренние конфликты, когда политические лидеры начали осознавать, что они не готовы к новой войне. Вопрос о том, как реагировать на растущую угрозу фюрера, становился все более острым. Параллельно с военными действиями дипломатические усилия продолжали терпеть крах. Ожидания от переговоров с Германией не оправдывались, и Гитлер, воспользовавшись этим, начал активно подготавливать свою армию для следующего крупного удара.
На этот раз его цель – Западная Европа. Вскоре после успешной операции в Скандинавии фюрер начал разрабатывать планы по нападению на Францию, что вскоре станет известным как «Операция Гельебрух». В мае 1940 года немецкие войска пересекли границы Бельгии и Нидерландов, используя тактику, проверенную в Польше. Французская армия оказалась неподготовленной к этому внезапному нападению. В течение нескольких недель немцы продвигались на запад, захватывая ключевые города, и вскоре оказались на границе Парижа. Западные страны наконец поняли, что Гитлер не остановится ни перед чем. В это время в Лондоне начались серьезные обсуждения о будущем Европы. Была ли возможность остановить нацистов? Политика умиротворения, которая так долго применялась, окончательно себя исчерпала, и некоторые политики начали всерьез рассматривать военные действия в ответ на агрессию. Однако действовать необходимо было быстро, так как Гитлер уже готовил новые операции. На фоне нарастающей паники в Европе Гитлер, уверенный в своих силах, объявил о своих планах по вторжению в Британию. Это стало кульминацией его агрессивной политики, показывая, что он не только намерен завоевать континент, но и бросить вызов самому основному оппоненту Запада. Весь мир с замиранием сердца следил за тем, как Германия, воспользовавшись неверием и недооценкой своих противников, постепенно превращается в главную угрозу для человечества. 25 сентября 1939 года немецкие войска завершили оккупацию Польши. Армия Гитлера, использующая тактику молниеносной войны, стремительно продвигалась, оставляя за собой разрушенные города и умирающих людей. Весь мир наблюдал, как дипломатические попытки остановить агрессию потерпели фиаско. Сразу после падения Польши Гитлер провозгласил установление нового порядка на оккупированных территориях. Начались масштабные репрессии. Польское население подвергалось арестам, пыткам, а многие были депортированы в трудовые лагеря. Конфискация собственности стала повседневной практикой. В городах, таких как Варшава и Краков, царила атмосфера страха и насилия. Западные державы, осознав, что их попытки удержать Гитлера от агрессии провалились, начали принимать серьезные решения. 31 августа 1940 года Великобритания и Франция официально объявили войну Германии, однако их армии оказались не готовыми к масштабному конфликту. Западные лидеры собирались на экстренные заседания, искали пути реагирования, но четкого плана действий не было. Пока Гитлер укреплял свои позиции в Западной Европе, его амбиции по захвату новых территорий продолжали расти. По мере того, как новости о падении Польши достигали Берлина, население страны стало говорить о близких перспективах победы. Западные страны начали осознавать, что их неверие в реальность агрессии Гитлера стало роковой ошибкой. В то же время нацистский режим готовился к следующему этапу своих планов. Гитлер разработал стратегии для нападения на Британию, активно рассматривая варианты воздушных атак. Одновременно начались приготовления к атаке на Советский Союз, где он планировал расширение своих территориальных амбиций. Подготовка к операции против СССР стала одной из приоритетных задач. Интересно, как один человек смог перевернуть ход истории и повлиять на судьбы целых стран, не так ли? Если вам нравится погружаться в такие увлекательные сюжеты, не забудьте подписаться на наш канал, а если хотите поддержать наш проект и сделать его еще лучше, ссылка для доната в описании или наведите на экран, и QR-код сам вам подскажет. К концу 1940 года на континенте царила разруха и хаос. Дипломатия, которая когда-то казалась надежным методом решения конфликтов, не смогла спасти Европу от войны. Устаревшие методы мирного взаимодействия привели к тому, что мир оказался на грани глобального конфликта. Каждая новая страна, попадавшая под натиск нацистов, подтверждала, что доверие к дипломатии в условиях тоталитарных режимов стало неверной иллюзией. Эта история, полная обмана и предательства, оставила глубокий след в памяти. Она стала напоминанием о том, как неверие и нежелание адекватно оценить угрозу могут привести к самой разрушительной войне в истории человечества. Таким образом, события, развернувшиеся в Европе, обозначили начало новой эры, в которой мир столкнулся с последствиями своих собственных заблуждений.